Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот длинные следки в виде носков. Смотрится очень красиво, вяжутся совсем легко, одним цельным полотном. Шов идет по всей подошве и по подъему. После всего я обвязала еще крючком, чтобы они у нас увереннее сидели на ножке. В данных следках пяточка не вывязывается, но при носке она хорошо вот держит форму свою и никуда не сползает. Вязала я данные следки вот такой пряжи Alize Superlana Midi. Метраж данной пряжи в 100 граммах 170 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Данные следки вяжутся из такого вот цельно вязаного полотна. Потом просто сшивается один край и мысочек. С этого края делается обвязка, чтобы следки уверенно сидели на ножке. Для каждого размера ноги соответствует своя длина и ширина детали. Давайте разберем, сколько надо вязать данную деталь для разных размеров. Смотрите, я вяжу мой следок на размер ноги 39. Высоту мы мерим. Берем нашу ножку, у меня это будет такой вот манекен, и мерим обхват нашей ножки вот таким вот образом. На мой размер ноги я померила, у меня получается 25 сантиметров. На растяжение я отнимаю 4 сантиметра. Итого моя высота детали 21 сантиметр получилась. Данные 4 сантиметра отнимаем для любых взрослых следков. Моя деталь 21 сантиметр, как я и рассчитала. Далее я наш 21 сантиметр делю на 3 части, так как у нас в следке 3 равные части. И у меня получилось, что каждая часть должна быть по 7 сантиметров. Одна, вторая и третья. Далее нам надо рассчитать, сколько наша деталь будет в длину. Смотрите, мерим подошву и подъем. Подъем мерим на такое расстояние, на которое хотим, чтобы у нас сидел следок на ноге. Я померила на свою ногу, у меня получилось 33 сантиметра. Получается, наша деталь должна быть 33 сантиметра. Вы делаете размеры для своей ножки. Если вам понравились данные следки, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На спице номер 3,5 миллиметра я буду набирать 56 петель. Набираю на 2 спицы, чтобы край наш был более эластичным. После того, как все петли набраны, приступаем к вязанию. Первый ряд вяжем. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли до конца ряда я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. После того, как мы с вами провязали первый ряд, приступаем ко второму ряду. Второй ряд вяжется таким же образом. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Таким же образом мы с вами вяжем как в лицевом, так и в изнаночных рядах все петли лицевыми, пока не вывяжем необходимые нам сантиметры. Я буду вязать мое полотно, пока у меня в высоту не получится 7 сантиметров. Вы вяжете на такую высоту, которую вы рассчитали в начале видео. Встретимся, когда вывяжем 7 сантиметров. Я провязала 7 сантиметров в высоту. Давайте проверим. Высота составляет 7 сантиметров. Ширина 33 сантиметра. У вас это должны быть те сантиметры, которые вы рассчитывали в самом начале вместе со мной. Далее нам надо связать центральную нашу часть. И центральную часть я буду вязать ниточкой другого цвета. Резиночку 2 на 2.
Красную ниточку я обрежу. И далее буду присоединять нитку серого цвета. Первая кромочная петля вяжется лицевой, так как у нас идет смена нити. И далее вяжем резиночку 2 на 2. 2 петли лицевыми, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, мы продолжаем вязать весь ряд, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные. В самом конце последняя петля будет идти кромочная, мы ее вяжем на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Переворачиваем вязание, и у нас будет идти изнаночная сторона. Кончики прячем самостоятельно любым удобным для вас способом. Первую кромочную петлю мы снимаем. И далее будем вязать все петли по рисунку. У нас идут 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Итак, мы продолжаем вязать до конца ряда. Смотрите, мы с вами довязываем второй ряд и также вяжем все оставшиеся ряды по рисунку, как лицевые, так и изнаночные. Я буду вязать 7 сантиметров, как мы рассчитывали в самом начале. Встретимся, когда я провяжу весь участок резиночки 2 на 2. Вы вяжете те сантиметры, которые вы рассчитали для своего размера. Я вывязала мою серединку резиночкой 2 на 2. Если в сантиметрах, это у меня получилось также 7 сантиметров. Ниточка нам больше не нужна серого цвета, я ее обрезаю и потом самостоятельно спрячем любым удобным способом. Далее нам надо связать точно такую же часть красного цвета с этой стороны. Присоединяю ниточку красного цвета. Первая кромочная петля при смене цвета провязывается лицевой. И далее все петли я вяжу лицевыми. Как лицевые, так и изнаночные, все петли я вяжу лицевыми. Самая последняя кромочная петля вяжется изнаночной на протяжении всего вязания. Довязываем ряд до конца самостоятельно. Смотрите, нам можно ориентироваться, сколько в первой части мы платочных дорожек провязали, столько же надо провязать и во второй части. У меня здесь вот красным цветом провязано 13 платочных дорожек. С этой стороны я также буду провязывать 13 платочных дорожек. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону и вяжу изнаночный ряд. Первая кромочная петля также будет сниматься, и все петли вяжем лицевыми. Таким же образом мы с вами довязываем второй ряд до конца. И далее вяжем самостоятельно на такую высоту, которую мы с вами рассчитали. Я буду вязать красной ниточкой на высоту 7 сантиметров. В итоге моя деталь получится 21 сантиметр в высоту. Встретимся, когда я провяжу красной ниточкой 7 сантиметров в высоту. Я связала красным цветом также 7 сантиметров. В итоге общая высота моей детали 21 сантиметр. После того, как вся деталь связана, нам надо с вами закрыть петли, после этого сшить наш следок. Смотрите, каким образом я буду закрывать петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее делаю накид. Вторую петлю провязываю лицевой. Теперь накид. И петлю первую набрасываю на вторую петлю. Делаю накид, лицевая. Теперь накид, и первая петля набрасывается на вторую. И так я закрываю все мои петли. Благодаря накидам у нас край будет эластичен и не сильно затянут. Итак, я закрываю весь мой край до конца. Встретимся, когда закроем все петли. У нас на спице останется одна открытая петля.
Смотрите, я закрыла все петли. После того, как у меня здесь осталась одна петля, я обрезала нашу ниточку, но так надо обрезать, чтобы этой ниточкой сшить один шов и сразу же второй. Вот такая вот деталь у нас получается. Далее мы наше полотно переворачиваем на изнаночную сторону, складываем пополам. Продеваем иглу в кромочную косичку другой стороны. И теперь приступаем к сшиванию наших слитков. Вводим иголочку за крайнюю дужку кромочной косички с одной стороны и с другой стороны. И выводим ниточку. С одной стороны, с другой стороны. И выводим ниточку. И так мы с вами сшиваем наш следок до конца. С одной стороны подхватили, с другой стороны и выводим. Вот такой шовчик у вас практически незаметный должен получиться. Смотрите, мы с вами сшиваем один шов, вот такой вот длинный у нас получается, и сразу же сшиваем наши пальчики. Вот смотрите, я сшила весь шов, далее мне осталось шить только пальчики. Таким же образом за крайние дужки кромочной косички вставляем ниточку сначала с одной стороны, потом с другой стороны и выводим иголочку. С одной стороны, с другой и выводим иголочку. Так мы сшиваем до конца. Далее нам осталось сшить мысочек серенький. Мы можем этой же ниткой, либо возьмите другую ниточку. Я буду сшивать также красненькой ниточкой таким же способом. Вот я буквально 2 раза сшила. Теперь продеваем сквозь кромочные петли и затянем это все, чтобы у нас получился закругленный мысочек. Вот я продела мою ниточку по кругу, вывожу нитку на изнаночную сторону и затягиваю. Вот такой вот красивый мысочек у нас получился. Нитка совсем незаметная, красненькая. Далее нам осталось спрятать ниточку. Прячем самостоятельно. Закрепим на изнаночке и обрежем. После того, как мы сшили наш следок, вот такой вот результат у нас с вами получается. Далее я сделаю обвязку, чтобы наш край был более тугой и хорошо сидел на ножке. Если вам обвязка не нужна, можете не делать. Для обвязки я возьму ниточку серого цвета, крючок примерно 3-3,5 мм. Крючок цепляем за кромочную косичку верхнюю. Далее крючок я ввожу в следующую петлю по кругу, вытаскиваю вторую петлю и соединяю их. Также следующую петлю и соединяю их. Обвязка делается совсем несложно, столбиками без накидов. И смотрите, вот такой вот результат у нас с вами получается. Довязываем круг до конца самостоятельно. Я закончила первый круг обвязки. Теперь начинаю второй круг. Ввожу крючок в кромочные верхние петли серого цвета. И делаю второй круг обвязки. После того, как вы закончите второй круг обвязки, мы кончики наши прячем самостоятельно по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. Встретимся, когда спрячем все кончики. После того, как мы связали с вами все следки, спрятали все кончики, сделали обвязку такую красивую, у нас с вами получились вот такие вот шикарные следки. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.